Всем привет! Меня зовут Наташа Кинза. Сегодня я предлагаю вам связать вот такие замечательные, оригинальные, веселые тапочки с ушками, тапочки-зайки. С ушками, с хвостиком. Много раз вы писали мне в комментариях, что хотите такие тапочки. Вот я их сделала. Вяжутся очень просто, очень быстро. Все как всегда. Ну, буквально на взрослые тапки 3 часа у меня ушло. На пару взрослых тапочек. Теплые, удобные, красивые, на подарок отлично, себе прекрасно связать такие тапочки. Свяжет даже начинающий вязальщик, вязальщица. Берите крючок, давайте вязать. Для работы нам потребуются стельки. У меня вот такие войлочные стелечки. Продаются они на любых вещевых рынках. Стоимость их в пределах 20-25 рублей за пару. Я еще использовала вот такие стелечки мягкие, чтобы было приятно носить тапочки. Я их не обвязывала, я просто их вставила внутрь. Обвязывала я только войлочную стельку. Пряжа. Пряжа любого цвета, какая у вас есть, какую вы себе задумали. У меня розовая, вяжу я в 2 сложения. И немножко белый потребуется. Это для середины ушек и для хвостика. Крючок я использовала 4. Вы подбираете крючок для своей толщины пряжи. Ножницы и иголочка вот с таким большим ушком для пришивания хвостика и ушек. Итак, первым делом нам нужно обвязать стельку. Как именно это делать, я вам показывать сейчас не буду, потому что и в интернете, на ютубе, и даже на моем канале уже миллион таких видео. То есть это настолько просто и несложно, что я вам не буду сейчас заострять внимание на этом. Сделать это можно 2 способами. Можно проколоть шилом отверстие. Проколоть отверстие через равные расстояния. Примерно у меня где-то 7-8 миллиметров это. По линеечке можете измерить и проколоть отверстие. И крючочком тоненьким обвязать столбиками без накида по кругу. А можно сделать, как сделала я в этот раз. Просто взять иголку с ниткой. И я взяла пассатижи, потому что тяжело иголочку проталкивать. И проталкиваем иголочку. Пассатижами себе помогаем, да. И обшиваем вокруг ее, просто по кругу обшиваем стелечку, но тоже через равные расстояния. То есть любым способом, настолько просто, что не буду еще раз рассказывать это. Также хочу сказать, что обвязывать вы можете как пряжей той, которой вы будете вязать весь тапок, также можете и сделать носочную добавку, чтобы избежать истирания, скажем так. Но дело в том, что я обвязываю простой пряжей. У меня тапок этих очень много. Я много вяжу в своей семье таких тапок. И они просто не успевают у меня истираться. Поэтому мне нет необходимости там какую-то еще дополнительную нитку провязывать. Хочу, чтобы все было одного цвета. Вы вяжите так, как посчитаете нужным. Самое главное, чтобы на обоих стельках у вас получилось одинаковое количество петелек. Итак, обвязали тапочек, посчитали, чтобы одинаковое количество петель было. Положили рядом стелечки, посмотрели, чтобы один левый, второй правый получался у нас. И начинаем уже вязать сам тапок. Я взяла крючок чуть потоньше, можно и толстым вязать, который вы приготовили для вязания. Ну, просто мне так поудобнее будет сейчас провязывать. И ввожу крючок под петельку, вытягиваю нить. И вяжу 2 столбика, и вяжу 2 воздушные петли. Сделали подъем ряда. Накид в следующую петельку, как бы под петельку ввожу крючок, вытягиваю нить и вяжу столбик с одним накидом. Накид в следующую петельку, ввожу крючок и провязываю столбик с одним накидом. Так я буду вязать по кругу 1 ряд столбиками с одним накидом. Когда я довяжу до носочка, вот так чисто визуально, да, посмотрим. Вот
бочок, да, вот здесь край, как сказать, там, закругление, да, носка, и здесь закругление носка. Вот в этих двух петельках я свяжу по 2 столбика с одним накидом в одну петлю. То есть, чтобы у меня такое закругление получилось красиво. Дальше буду вязать опять по одному, по одному, по одному. Довяжу до пятки. И посмотрю, вот, например, вот эта петелька, мне кажется, где закругление, и вот это. Здесь я свяжу 2 столбика с одним накидом в одну петельку, дальше по одному, и здесь снова 2 столбика с одним накидом в одну петельку. И довяжу так до конца ряда. Довязали до конца. И вводим крючок между 2 столбиками, не в петлю, а между 2 столбиками. Вытягиваем нить и закрываем ряд. Все, в этом месте я меняю крючок на тот, которым я буду вязать все остальное, весь остальной тапочек. И продолжаем вязание. Набираем 2 воздушных петли. 2 воздушных петли в начале каждого ряда мы будем набирать до самого конца. Вот здесь хвостик у меня, я могу его проложить, могу убрать. Да, вот так аккуратненько буду прокладывать. Делаем накид. Смотрите, у нас следующий столбик пошел, да, вот над этим мы провязали воздушные петли, пошел следующий столбик. Обхватываем его крючком сзади, обхватила, вытягиваю петлю и вяжу столбик с одним накидом. Ага, сама не проложила ниточку, ладно, уберу потом аккуратно. Накид. Следующий столбик я обхватываю крючком спереди. Вот так. И провязываю, вытягиваю нить. И провязываю столбик с одним накидом. Накид. Следующий столбик я обхватываю крючком сзади. Вытягиваю нить и вяжу выпуклый столбик с одним накидом. Накид. Следующий столбик обхватываю крючком спереди и вяжу вогнутый столбик. Таким образом я буду чередовать 2 ряда. 2 ряда петельки буду чередовать выпуклые, вогнутые столбики с одним накидом. Каждую петельку в каждый столбик предыдущего ряда. Вот здесь, видите, я сделала в предыдущем ряду 2 столбика с угла. И здесь 2 столбика с угла сделала. Вот сейчас вы в каждый столбик провязываете выпуклые и вогнутые столбики. До конца ряда вяжем. Также присоединяемся. Снова вяжем 2 воздушные петли подъема и вяжем еще ряд столбиками выпуклыми и вогнутыми. Провязали один ряд, первый выпукло вогнутыми столбиками, довязали его. Также между столбиками вводим крючок, вытягиваем нить и соединяем, закрываем ряд. 2 воздушные петли подъема. И я вам просто хочу показать, как второй ряд связать. Там, где у нас выпуклый столбик, вот он, мы обхватываем его сзади. И вяжем столбик с одним накидом. Накид. Там, где вогнутый столбик, обхватываем его спереди. Так. И провязываем столбик с одним накидом. Так мы вяжем по кругу до конца ряда. Один ряд. Провязали 2 рядочка резинкой. И теперь вяжем точно так же резиночкой, чередуя столбики. 2 воздушные петли подъема, накид, вяжем выпуклый столбик, вогнутый столбик по очереди. Вяжем мы до тех пор, пока у нас не начинается закругление носочка. Ну вот до этого места примерно. Вот я провязала примерно до закругления носочка.
И теперь нам нужно найти центральные 3 выпуклые столбика. Вот они у меня, 1, 2, 3. Просто вот на глаз посмотрите, да, где у вас по центру носочка будут какие 3 столбика. Я их для наглядности отметила. Вот 1, 2 и 3. Вогнутые не смотрим, смотрим только выпуклые столбики. Довязываем до 1 выпуклого столбика, так же, как и вязали резиночкой. У меня остался здесь еще вогнутый столбик 1 довязать. Выпуклый. И еще 1 вогнутый. Все, дальше мы будем делать убавку на носочке, начиная с этого столбика. Здесь мы не обращаем внимания на вогнутые столбики, только выпуклые. Я делаю накид, подхватываю выпуклый столбик крючком и провязываю 1 раз, не закрываю петлю. Накид, пропускаю вогнутый столбик, снова подхватываю средний выгнутый столбик и провязываю 1 раз. Следующий пропускаю вогнутый столбик и последний, вот он, 3 у меня отмеченный, подхватываю крючком, провязываю 1 раз. На крючке у меня 4 петли должно получиться. И провязываю их все вместе. Сделали убавку. Дальше вяжем по рисунку, как у нас идет в предыдущем ряду. То есть вогнутый, выпуклый. И вяжем, 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 вяжем дальше по кругу, снова до закругления носочка. Довязали до носочка снова. Вот наша убавочка. Теперь, смотрите, определяем снова центральные 3 столбика с накидом выпуклые. Вот эти 3 столбика мы соединили в 1. Теперь он равняется 1 столбику. И берем еще 2 крайних столбика. То есть нам нужно убавить вот этот справа столбик крайний. Вот эти 3 как 1 и еще 1. Сейчас я вам покажу, как это сделать. Вот мы довязываем до 1 выпуклого столбика. Сейчас еще вогнутый свяжу. Довязали. Вот он, 1 перед убавками. Мы его подхватываем крючком, провязываем 1 раз. Накид. Эти 3 столбика подхватываем все вместе, потому что теперь он у нас стал одним столбиком. Провязываем 1 раз. Снова накид и 3, вот он, выгнутый столбик слева. Мы провязываем его 1 раз. И на крючке 4 петли у меня. И провязываем их все вместе. Сделали убавку. Накид и снова пошли дальше вязать по рисунку. Вогнутый столбик, выпуклый столбик и так далее. Вязать мы так будем по кругу, ряд за рядом. Каждый раз делаю убавление по 3 столбика выгнутых. То есть в следующем ряду я сюда приду, я буду убавлять вот этот столбик. Этот подхвачу все вместе как 1. И 3 столбик здесь у меня будет провязан выпуклый. Каждый раз я буду так убавлять, каждый круг. Убавлять вы можете до тех пор, пока у вас совсем не закроется тапочек. Вот сколько вам понравится, когда тапочек, тогда и заканчивайте. Можете буквально 2 рядочка связать, у вас такие, как балеточка будет этот тапочек. Можете совсем его сделать закрытый до скольки захочете закрыть его. Вот, я свяжу еще 3 ряда по кругу и на этом остановлюсь. Тапочек мой готов, основа. Вот так он выглядит сбоку, сзади, сверху. Я уже положила внутрь стелечку, она еще подрасправится, потому что, видите, еще не носили тапочек. Вот такая модель тапка, она очень удобна в носке. Я их уже миллион штук связала. Вот такая основа очень удобна. Они не спадают, потому что они связаны резинкой, и они очень такие эластичные получаются. Они на ноге комфортно держатся. Ну и вообще удобные, теплые тапочки, особенно если тепленькую стелечку туда вложить. Все, теперь нам нужно связать ушки, если вы хотите тапочки с ушками.
Для этого нам нужно набрать 11 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Отсчитываем 3 петли от крючка. 1, 2, 3. В третью петельку я ввожу крючок и провязываю столбик без накида. В каждую последующую петельку я буду провязывать столбик без накида. Вязать я так буду до хвостика. Довязали до хвостика, вяжем одну воздушную петлю подъема, поворачиваем работу и, начиная с первой петельки, начинаем вязать столбики без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. И в 10-й столбик я провяжу 4 столбика без накида в одну петлю. 1, туда же 2, еще 3 и 4. И дальше вяжем, продолжая как бы по кругу. В каждую петельку предыдущего ряда мы вяжем по одному столбику без накида в каждую петлю. Так, и в последнюю петельку тоже провязываем. 1 воздушная петля подъема, разворачиваем работу и с первой петельки начинаем также вязать столбиками без накида. Так, забыла я посчитать. 1, вот петелька подъема, 1 воздушная, она заменяет нам столбик. 1, 2, 3, 4, 5 столбик вяжу. 6, 7, 8, 9. Ниточка заканчивается у меня уже. И 10. В 11 столбик я провязываю 2 столбика без накида в одну петлю. И в следующий столбик я провязываю 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше я вяжу по одному столбику без накида в одну петельку до конца нашего полукруга. Опытные вязальщицы скажут, что я неправильно вяжу полукруг, но я его вяжу так специально. Конечно, при правильном полукруге здесь я должна делать больше прибавок, но дело в том, что вот такие прибавки, они дают небольшой загиб, как у настоящих ушек зайчика. Поэтому прибавок делаю меньше, чем нужно. Довязали до конца. 1 воздушная петля подъема, разворачиваем работу и вяжем теперь в обратном порядке столбиками без накида в каждую петельку до того места, как у нас была прибавочка первая. Вот она, галочка. До этого места вяжем. Довязала я до прибавки. Вот где делали мы 2 петли в одну. И сюда я провязываю 2 столбика без накида в одну петлю. В следующую петельку я вяжу 1 столбик без накида в одну петлю. И в следующую петельку я вяжу 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше я вяжу до конца ряда по одному столбику без накида в каждую петельку.
На розовой пряже, на розовой части ушка я не отрезаю хвостик. Сейчас поймете почему. Вот такая деталька получилась. Вяжем таких деталей 4 штуки. 2 белых и 2 розовых. На белых хвостики отрезаем, на розовый не отрезаем. Почему? Потому что нам нужно их теперь между собой вот так соединить. Чтобы ушко было плотное, хорошо держало форму, никуда не заваливалось. Я делаю вот такие толстенькие плотные ушки. Итак, что нам нужно сделать? Прикладываем одну деталь на другую. В первую петельку, в белую детальку вводим крючок от начала. Зацепляем петельку с розовой и протягиваем в белую. Все, соединили. Вяжем одну воздушную петлю. И теперь в следующую петельку белой детали и в следующую петельку розовой детали. Видите, через 2 детальки я крючок продела. Вытягиваем нить и вяжем столбик без накида. В следующую петельку белой детальки и в следующую розовой продеваем крючок, вытягиваем нить и вяжем столбик без накида. Таким образом последовательно мы соединяем обе детали. Вяжем так столбиками без накида по кругу. Если у вас одинаково детали связаны, то у вас количество этих петель боковых тоже будет одинаково. Довязали до конца. Вытягиваем эту ниточку подлиннее, ну, сантиметров 25. Обрезаем ее. И теперь нам нужно вот эти все коротенькие хвостики, вот эти, спрятать. Не обязательно их завязывать в узлы, но вот один вот этот можно крайне подвязать, да. Можно их просто вот туда внутрь спрятать, они никуда никогда уже не денутся, потому что это место мы зашьем. Аккуратненько там их расположите. Этот тоже завяжу и тоже спрячу. Теперь вставляем вот этот хвостик в иголку с широким ушком. И нам нужно придать какую-то форму нашему ушку. Вы можете его зашить вот так, например. Или вот так, наполовинку, как сделала я, да. Можете вообще просто зашить вот здесь по краешку и пришить к тапочку, да. Вот так, если вы захотите. Я вот таким образом их сделала. Видите, наполовинку подшила. То есть вот так согнула ушко наполовинку. И здесь через край сшила. Поскольку я шью очень плохо, я вам этого показывать не буду. Я думаю, тут ничего сложного нет. Просто вот так через край я вокруг это все зашью. Ушко, само собой, у нас 2. Смотрите внимательно, чтобы одно в одну сторону загибалось, и второе в другую сторону загибалось, если будете делать как у меня. Вот, можно и до конца вот так загнуть, да, как-то сбоку их потом вот так пришить. Ну, это уже ваше чисто творчество. Вот, подшила ушко я, и теперь я его пришью. Выберу вот такую бороздку, где у меня вогнутые столбики, и прям туда как бы вошью эти ушки. Ну все, ушки мои готовы, пришиты. Осталось самое простое. Помпончик на хвостик. Уже столько раз показывала на своем канале эти помпончики, что даже не вижу смысла еще раз повторяться. Просто кратенько объясню. Вот я отрезаю ниточку двойную, чтобы она не порвалась, когда я буду завязывать помпон. И вот так беру, на 3 пальца кладу ниточку и начинаю обматывать. Обматываю я так примерно виточков 100-110. Вот намотала вот столько примерно. Все. Снимаю аккуратно с руки. Хвостик отрезаю. У меня тут узелочек образовался. Это не важно. И все. И теперь вот так 8-очкой мне это надо все дело перевязать.
Попросите кого-нибудь здесь подержать узелочек. Я уже сама приспособилась. У меня на канале есть коврик из одних помпончиков. Посмотрите. Ой, сколько я их там связала, этих помпончиков. Все, теперь берем и разрезаем. И разрезаем вот так по кругу. Разрезали. Вот у нас такое невообразимое нечто получилось. Теперь наша задача из этого страшилки сделать красивенький помпончик. Так, его растрясли немножко. И все, что не нужно нам, что нам не нравится, взяли и аккуратненько подстригли, как захотели. Ничего сложного в этом нет. Ну вот, стрижка очень помогла. И теперь нам осталось вот сюда сзади привязать наш помпончик. Я не буду его пришивать, я просто его вот так вот за край привяжу. Ну вот, тапочки мои готовы полностью. Конечно, если вы хотите, вы можете еще вышить глазки здесь, носик вышить, ротик вышить, все, что захотите. Но мне нравится и так. По расходу пряжи на большой размер, это примерно 42 размер. Тапочки большие, носить их будет большая девочка. У меня ушло 4 моточка, но я вязала в 2 сложения. То есть, если вы будете вязать в одно сложение пряжи, 2 моточков вам на большой размер вполне хватит. По времени, сколько я делала эти тапочки. Вот сегодня села от начала до конца вместе с записью мастер-класса на один тапок у меня ушло около 2,5 часов. То есть, ну, если бы я не записывала МК, то я думаю, за 1,5 часа один тапок реально связать. За 3 часа 2 легко. Быстро, просто, все понятно. Ну и опять же, такой уютный и симпатичный подарочек получился. Если вам понравилось вязать со мной, ставьте, пожалуйста, палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Впереди очень много-много интересных мастер-классов. Всех люблю. Пока-пока.